Странный стук зовет дорогу. Всем привет! Давно не виделись, ребят. Сегодня хочу рассказать по поводу странного стука, который зовет в дорогу. Ну, собственно, по мотивам той же песни заставку я сделал. В общем, стук сцепления сейчас не могу продемонстрировать, потому что прошлым летом после активных покатух, то есть по пробкам, где-то если долго стоять в пробках или наваливать, в гараж приезжал, появлялся такой стук, достаточно он звонкий, слышимый ухом, то есть не какой-то там еле слышный, там, если прислушиваться, а конкретный стук. Я думал, что это шатун стучит, поначалу лазил этим ушами, у меня вот там висят. Слушал, короче, выяснилось, что это дело из сцепления все идет, из-под крышки сцепления. Была первая мысль, что, возможно, это пружины уже износились. Пружину купил еще прошлым летом, что-то руки как-то не дошли это все дело поменять. Дальше покурил интернет и видос посмотрел умных людей на эту тему. Есть основания полагать, что это корзина сцепления. То есть я сейчас предлагаю все это дело разобрать и посмотреть, что же там все постучит. Ну, если у нас, конечно, получится. То есть я не буду видос снимать, то есть сначала процесс, потом как это все получилось или не получилось, а будем по порядочку все разбирать и смотреть. Пружины есть, плюс, наверное, надо будет купить выжимной подшипник, если он правильно называется. При выжиме, то есть если не выжимать сцепление, то что-то шумит из сцепления, да? Сцепление, ручку выжимаю, шум пропадает. Ну, к сожалению, жалко, что вот того стука, все-таки я его никак не задокументировал и не могу сейчас вам его озвучить. Но стук достаточно такой четкий стук и конкретно на горячую. То есть, если просто его завести, покататься или ехать в спокойном режиме где-то там по межгороду, чтобы там он особо не перегревался, и вентилятор там редко включается, да, если там мы едем размеренно, то есть набегающий поток воздуха все охлаждает. А вот если после пробок в жару прям стучало конкретно. По весне не так это было, по осени еще меньше стало, по весне вообще не было, летом появилось, по осени стало прохладнее, и он практически вообще исчез. А летом в жару конкретно стучало. Ну, я думаю, что это корзина. Ну, давайте разберем, посмотрим. То есть, по поводу снятия крышки я уже рассказывал видео по замене цепи ГРМ. Я помыл контур, прилегающие плоскости по периметру, ну, чтобы весь этот царакотан оттуда вымыть, всякую пылищу и прочее. Сейчас потихонечку буду разбирать. То есть, сейчас как скину, тогда уже дальше будем уже и философствовать. Крышка сидит на направляйках, снимаем, не забываем датчик положения коленвала, шток сцепления отводим в обратную сторону, чтобы он вышел из зацепления с грибком. Есть уши, то есть все выкрутили, потихонечку через деревяшечку постукиваем по ушам, прям нежно-нежно. Вот она у меня уже пошла. Как-то так. Чтобы сбить ее с направляющих. Отвертками туда лазить не надо, потому что покапятся приволочные плоскости. Но как бы бог с ним, герметик все равно он все это выберет. Но лучше не надо, то есть это должно все идти легко и от сердца. Расшатали, то есть я тогда ее приклеил на герм, на Виктор Рейнс, и, естественно, в этот раз сделаю так же. Вот. Тут все вроде чисто. Да я мало на нем езжу. Направляйте вот. Раз, два. Еще в самом картере их желательно тоже, конечно, удалить перед тем, как счищать герметик. Масло сливать не нужно перед процедурой. То есть это все остается в поддоне и никак оно не повлияет, не вытечет. Ну вот у меня сейчас откручен пробка сливная. Масло сливается. Ну вон резьба видна как раз сливная. То есть поддон достаточно большой. Все эти там 3300 литров масла, все остается
в поддоне. Так что ничего не надо сливать, а тут кто-то там спрашивает. Так, следующий момент. Откручиваем пружину сцепления головочкой на 10. Ну, в общем, и так далее. Так, погнали далее. Стоить. Так. Там, видать, все. Шток выкидываем. И сдается мне... Ой, а что-то он тут и не держится совсем. Что-то так, наверное, не должно быть, да? Ну-ка послушаем. Не, должен быть запрессован. А тут прям влетает. Ладно, поизучаем еще этот вопрос. Так, ну давай к сцепи перейдем. Я не могу ничего прокомментировать, не знаю. Сейчас померяем. Я никогда сюда не лазил, то есть это исключительно просто от нечего делать. Я вот эту вот песнюху всю затеял. Ну, есть подполированное, наверное, так и должно быть. Пойдем померяем. А дальше нам необходимо открутить ступицу сцепления, гайка на 30. Чтобы предотвратить прокручивание ступицы, я поставил мотоцикл на 6-ю передачу. То есть трубку такого небольшого диаметра, где-то миллиметров 30, обмотал тряпкой, открутил хагер, чуть его подкинул вверх, положил на маятник, упер спицей колеса в трубу, обмотанную тряпкой, тем самым зафиксив абсолютно первичный вал. А дальше головкой на 30 откручиваем ступицу сцепления. Пошла жара. Есть. Ну а дальше без особых усилий, я надеюсь, снимаем ступицу и снимаем корзину. Специально одел антикоронавирусные перчатки, берег для съемки. Гаинька. Шайбочка. На шайбе надпись out. Соответственно, этой стороной наружу. Шайба имеет такую вогнутую форму, то есть она как пружина действует, подтянутая гайкой, она поджимает следующую шайбу и непосредственно саму ступицу. Назову ее так. Ступица сцепления. Так, крючочек где? Тут такая полость, поддон двигателя, то есть неплохо бы ее тоже чем-нибудь заткнуть, чтобы на всякий случай туда ничего у нас не провалилось, какой-нибудь песок с перчаток или еще какая-нибудь стружка с инструмента. Так, ладно, не хочет так лезть, мы сейчас так снимем. Вот. Шайба, ступица имеют место набитости
от дисков. Ну, пальцем ощущается, но не особо сильно. Я видел, как это выглядит на красачах. Там пожестче. И снимаем саму корзину. Ну, слазивай. Она входит в зацеп. Вот здесь. С шестерней коленвала. В мануале говорится, что надо немножечко отверткой помочь ей повращать шестерню коленвала. Чтобы ее немножко освободить. Я, конечно, сейчас попробую это сделать. То есть ставить отвертку. И ее пошаволить. Ага. Чикс есть. Корзиночка снялась. Корзиночку на верстак ложим, кладем. То есть вот шестерня коленчатого вала и еще одна шестерня рядышком. Я, честно, запамятовал, как она называется. Ну да не суть. То есть виден этот противовес коленчатого вала. Цепочка, маслонасос. Имеет место люфт на ведущей звезде маслонасоса. Ну, она поджимается, я думаю, что не особо это критично. То есть, в принципе, такое есть у всех. Сама шестерня маслонасоса приводится в движение от вращения корзины, которая одевается вот на эти выступы, и вращает через цепной привод маслонасос. Ну, так как у нас других запчастей нет, оставим как есть. Вот какие-то интересные тут артефакты. О, царапина. Но это явно не мои. Когти я на медь не постриг, так что вряд ли что-то сорвалось. Ну, начну по порядку. В порядке того, как мы все это разбирали, как я это разбирал. Вы смотрели, помогали мне морально. Первым делом, как вы помните, мы снимали пружины. Пружины, я не буду углубляться в цифры, то есть это может любой без проблем найти в мануале на данный мотоцикл. То есть я уже все промерил, тут все в порядке, все в допусках, все приемлемо для работы и функционирования. Просто хотелось более детально обратить внимание на какие-то именно механические, на техническое устройство, грубо говоря, так, о пружинах. То есть пружины были установлены большего внутреннего диаметра, чем те, которые я заказал у Александра в Базап, который мне подбирал по вину непосредственно на мой мод. То есть установлены пружины чуть-чуть выше, чуть-чуть большего диаметра. То есть есть основания полагать, что это от второй модификации сцепления. На пружинах имеет место быть... Да ничего тут не имеет места быть. А, есть. Не особо... Вот, сейчас... Вот здесь вот блеск. Явно она терлась о крышку. О крышку сцепления, так вот назову эту деталюху. То есть, когда устанавливается, все поджимается. То наискось, когда работает, это когда сцепление срабатывает. То есть она немножко поджирала, очевидно, по стенкам. То есть, да, вот имеет место быть. Набитости, вот видите, вот эти. То есть
есть мысли о том, что вообще пружины это не те, и они не подходят конкретно к этому двигателю. Я установлю пружины, которые меньшего диаметра, новые, вот как видите, от них есть упаковка. Так, большая пружина имеет диаметр 14,7, 14,6. Пружинка поменьше имеет диаметр 13,6. То есть на миллиметр у них разница. Следующий момент. Следующий момент мы снимали крышку сцепления, в которой установлен подшипник и в которой ставится грибок. Вот. Шляпогриб давит на внутреннюю пластину, внутреннюю обойму подшипника, тем самым как бы давая ему не радиальный износ, то есть когда вот, если бы вот работало это все, ну как сказать, как в колесе велосипеда, да, а тут он его вытягивает на себя, то есть тем самым сдвигая шары в сторону на внешней обойме, и мне кажется, ну чуть больше будет износ. Как вы видели, когда я ее снимал, то есть подшипон отсюда сразу сделал вот так. То есть он тут держится не крепко, то есть просто он сюда вкладывается, как бы и все. Как мануал говорит, если подшипон не держится, ребята, меняйте. Такой же подшипник я не нашел, то есть тут вот НТН, но размеры можно найти в интернете, я не буду сейчас это все промерять. Нашел такой же подшипон китайский, его и буду устанавливать. Единственный момент, что подшипник, который будет установлен новый, он закрытого типа. Сейчас я его аккуратненько открою и продемонстрирую поближе. Так, подшипничек новый, китайский. Я избавил от ненужных ему вещей. Этих сальников, они уходят в помойку. Он был набит смазкой, я продул его, помыл. Также помыл подшипник старый, который жапанский НТН, который был установлен в Матасе. Ну, собственно, вот послушайте. Это подшипник, который был установлен. Шумит и даже рычит. Новый подшипник, в нем больше шариков. Как вы видите, считать не буду, но вы видите. Это вот потише. Однозначно тише. Маракасик маленький раз, маракасик два. Конечно, я не уверен, что это будет на камеру слышно, но я думаю, что вы мне поверите. И этот. Так вот. Соответственно, будем ставить китайский ноунейм. Ну, не ноунейм, я не знаю, как он называется. Что-то получше надо было заказывать и долго ждать, потому что, как мне сказали, в магазине, в таком крупном магазине подшипонов и прочего, то есть это крайне редко вообще их приобретают, и поэтому дорогие не возят. Но я думаю, что если этот отъездил столько лет, я думаю, китайский тоже поездит. Но есть нюанс в плане установки его. То есть новый-то он также сюда хоп и влетает. То есть нету какого-то чуда не произошло, жирнее он не стал новый, что, собственно, неудивительно. Напишите в комментах, кто разбирал, то есть я вот в инете что-то инфы, то есть один видос нашел, это там тоже непонятно, там, то есть человек просто вот так сделал и все. Но есть основания полагать, что может быть действительно так у всех. Но опять же в мануале написано, что он должен сидеть крепко. На это я хочу заявить то, что... Так, где-то у меня был вот. Я при установке уже крышки подшипник вот этот посажу на локтайт, на фиксатор резьбы. То есть он, конечно, просроченный, но работает вполне себе неплохо. Обезжирю, обмажу его, чпоньк, подожду некоторое время. То есть, ну, конечно, это не панацея. Естественно, что там металл не нарастет сам по себе, но, тем не менее, я думаю, что хотя бы мы немножко приблизимся к рекомендациям мануала. Во, хорошо сказал. Ну, тоже звуки есть какие-то, но я думаю, масло туда поднакидает, будет все хоккей. Следующий момент.
Так, теперь немного подробнее расскажу о сцеплении. Как вы знаете, на мотоцикле существует, на данном мотоцикле CBR F4i существует две модификации сцепления. Первая модификация — это 7 дисков Ferrado с фрикционными элементами. Вторая комплектация — это 8 дисков Ferrado и, соответственно, 7 стальных дисков. Первая генерация сцепления, мотоцикл второго года, мотоцикл европейский, то есть он из Италии. Насколько я знаю, вторая модификация устанавливается на мотоциклы, которые ездили в Соединенных Штатах, где-то еще. Но на американцах 100 пудов. Короче, по каталогу запчастей, то есть вот сейчас диски, так как они были у меня Блин, нифига не видно. То есть вот сейчас диски, так как они были у меня установлены в мотике, то есть вот эта вот пачка, как она была. То есть этот был, так было это, как оно стояло, вот так. То есть этот диск первый, последний диск, то есть в него упирается непосредственно крышка сцепления. Это последний диск, это первый диск, который непосредственно контактирует со ступицей. Так вот, в чем разница всей этой темы? Разница в том, что по каталогу запчастей, то есть по цветам, даже в мануале можете посмотреть, как собирать это все. То есть первый и последний диск должны быть зеленого цвета. Диски, которые в середине, пурпурного цвета. То есть вот эти. Первый и последний, они имеют, то есть один парт-номер, который отличается от дисков, которые стоят в середине. То есть парт-номера внешних дисков и внутренних разные. В первой модификации, как у меня, все диски одинаковые. То есть есть небольшое отличие, то есть я вот изучал их досконально, то есть где-то написано, вот есть такая надпись, которая в интернете я видел, на фотках запчастей. Ну, К3, вот это. Есть основания полагать, что это оригинальное сцепление. Ну, я, конечно, могу заблуждаться. На следующем зубе есть такая цифра 10. Ну, короче, тут есть цифра 10 и все. Остальные диски точно такие же, как внешние, за некоторым исключением, что вот в середине вот один есть такой. То есть на нем также надпись К3. Ну, хочется сказать КАЗ. На следующем зубе также цифра 10 и цифра 12. Два диска такие есть в общей пачке. Ну и пусть они там остаются. То есть это единственное, какие отличия я нашел в своем сцеплении между внешними и внутренними дисками. По поводу второй генерации. То есть я конкретно сейчас говорю про диски. По поводу ступицы сцепления и крышки сцепления, там, по-моему, 6 пружин. Я могу заблуждаться. То есть я конкретно про диски говорю. То есть первый диск на второй генерации, у него внутренний диаметр, вот этот, он меньше, чем у дисков, которые в серединке стоят, и у диска, который последний. Потому что сюда закладываются еще две демпферные пружины, такие тонкие, два тонких кольца. То есть они подкидываются в пачку, ну да, когда это все в пачку, или в пачку, или в ступицу, это подкладывается в ступицу, и уже первый диск одевается на них. То есть у меня таких дисков нет. Я имею в виду вот этих колечек, демпферных пружин, такого своеобразных. Это, опять же, повторюсь, демпферные пружины используются во второй модификации сцепления, где уже 8 дисков феррадошных и 7 дисков стальных. В данной модификации я не вижу никаких причин, почему бы их вообще не перетусовать все и собрать как есть. То есть разницы никакой нету между ними, еще раз повторюсь. Они все абсолютно одинаковые и по цветам,
То есть вот то, что там мы говорили, зеленый, пурпурный. То есть по цветам они одинаковые, то есть никаких там, ну, разницы вообще никакой в них нет, в этих дисульках. Стальные диски. Выработка есть, но тем не менее они, опять же, в допусках. Клал каждый диск на стекло и промерял щупом, то есть его на кривизну. То есть допустимо отклонение, то есть, ну, грубо говоря, на стекло ложим, кладем и щупом туда-сюда по всей окружности проходим. То есть 0,3 не лезет щуп, меньшими я и не пробовал мерить, честно скажу. То есть визуально они более-менее так ровно. То есть, конечно, такой не увидишь на глаз, такое искривление. Но тем не менее, то есть вот 0,3 не лезет, меньше, может быть, там какой-нибудь 0,01 там, или еще какой-нибудь влезет. То есть главное, что они проходят по допускам. Разница в них, то есть разницы между ними никакой нет. Единственный момент, что вот закругленные края с одной стороны, с другой стороны заостренные. То есть как штамп их штамповал, соответственно, отштамповал следы, ну как следы, не следы, а как рубилось это дело. То есть с одной стороны закругленный и крайняя кромка, с другой стороны острая. Какой стороной их ставить так или так к корзине, я думаю, значения никакого не имеет. Я, конечно, ради эксперимента готов поставить их и все в разные последовательности, но влуплю их, как там где-то на видео я видел. Ребята на Дрозда ставили конкретно, то есть закругленной стороной к двигателю. Вот так. Сцепленница продую, маслом помажу, подкину все в корзину и буду собирать. Ну и последний момент. Это, конечно же, всеми любимая корзина. Как я уже говорил, или не говорил, имеет место. Так, сейчас как бы тут так показать. Вот. Так, где? Вот этот. Вот видите, от дисков набило. Такие вот забоины есть. То есть диск как вот так вкидывается сюда. То есть когда вот он вращается, он набивает вот эту плоскость. Ну как бы она есть, и такие ямы, да? Пальцем ощущаются, но выравнивать их надфилем что-то мне совсем как-то нет желания. И я не думаю, что это как-то на что-то сильно влияет. Я видел видосики, ребята там на красачах это дело выравнивают, но там прям конкретные ямы такие прям. То есть диски, как сказать, то есть когда они все вставлены, то есть они клинили. Сцепу вроде выжил. Так, вставляйся. Сцепу выжил. А диски как стояли в этих своих ямах, так, как в ямах стояли, так и стоят. То есть они, ну, не было у них простора совершать движение. Блин, конечно, свет надо, наверное, покупать уже. То есть вот так в забивке он в этой яме стоит, и сцепление выжимаешь, он уже туда-сюда, ему тяжело ходить, когда прям конкретные там ямы такие жесткие. То есть это уже, конечно, надо лечить. Здесь я не думаю, что что-то надо лечить, и эти все лечения, мучения, они ни к чему не приведут, к какой-то разнице конкретной, определенной. Следующий момент, дорогая деталь, это вот, это не лезет, игольчатый подшипник большой такой. Стоит он в районе где-то рубля, наверное, 4, что-то такое. Аналогов таких не найти, потому что это спецдеталь. То есть вот такого просто, ну как пришел в магазин, дайте мне подшипник такой размер, таких нет. Игольчатый, конечно, есть, но тут еще выемки для масла, как видите. Что-то мне сдается, что он вообще как-то неправильно установлен. В плане того, что вот эти выемки должны соответствовать вот этим вот отливкам. Но выбивать мне его нечем, и что-то мне не хочется особо его загнуть. Сам он вылезать отсюда не хочет. Следующий момент. Повращаем ее. Слышно, да? Тук-тук, тук-тук. А вот так.
Маракас. Дело в том, что этот звук издают пружины демпферные. То есть в моем случае это 1 и 2, те, которые поменьше сечением. То есть крупные пружины, они сидят, ну, пружины с крупным витком, они сидят в домике нормально. Пружины же поменьшего диаметра, то есть в котором, ну, проволока, грубо говоря, тоньше, они вот так вот делают, люфтят. После изучения вообще темы я обнаружил, что и на новой корзине абсолютно тот же самый эффект. То есть первая пружина, которая самая мягкая, она на всех, то есть вот так вот люфтит. То есть и грохот вот этот весь появляется непосредственно из-за того, что пружины просто всего-навсего люфтят в корзине. И вот этот стук появляется. Ну, не появляется, он есть. То есть, может быть, это какая-то техническая недоработка, а может и так и должно быть. Бог его знает. Так у всех. То есть, ну, зачем демпферные пружины нужны, я не буду рассказывать, я думаю, вы знаете все. По поводу, как это лечить, самый, наверное, действенный способ, есть там сложнее варианты, да, это расклепать их, вот эти клепки высверливаются, корзина разбирается, то есть алюминиевая часть, вот эта, да, сама корзина, шестеренка ведущая, и вот эта придерживающая плита, которая держит между собой как бы, то есть склепана напрямую, то есть вот эта задняя плита и алюминиевая корзина. Пружины не дают, тугенько. Пружины просто служат для того, чтобы момент передавался чуть плавнее, чем как бы если бы их не было. То есть, чтобы не было удара, а чуть плавнее. То есть в автомобиле то же самое, наверное, видели, как это все, как дисципление выглядит. То есть там на них прям по кругу тоже эти демпферные пружины. Так вот, есть решение такое, что высверлить эти клепки, снять пластину, достать пружины и подпружины. То есть там человек делал это еще на форуме, я читал. По-моему, там на Fire он делал. Но это не имеет значения, то есть принцип работы одинаковый. То есть он вытачивал такие грибки и подкладывал под шайбы. Под все почему-то он подкладывал, но, видимо, у него уже он изношенный был сам по себе матас. Тут вот у меня только две пружины люфтят. И, соответственно, ради этого разбирать, я думаю, смысла нет никакого. Следующий есть вариант, очень умный тоже, толковый. Приварить ее. То есть подловить момент, то есть так, как я понял. Просто я тоже так особо не сведущий в этих моментах. То есть чуть пододвинуть пружину и прихватить ее сваркой. И приваривается пружина вот к этой пластине задней. То есть можно все приварить, можно некоторые приварить. То есть вот такие методы лечения. У меня, к сожалению, такой сварки нет. Обратиться не к кому с такой проблемой. Так что будем ставить как есть. Отдельно эта хрень стоит, я вот изучал этот вопрос, короче, где-то черебас. То есть десяточку вот это вот вы не доположь за это дело. Подшипник, конечно, тоже шумит. Ну, сравнить не с чем, другого нет. То есть, опять же, купить его, конечно, можно. Можно вообще все купить новое, но, как показывает практика и опыт предшественников, так скажу, что смысла особого нету. То есть она как гремела, вот так, что новое, что старое, так она и будет греметь. То есть единственный вариант избавиться от этого, вот в моем случае это было цоканье, как я говорил в самом начале. Ну, у всех так, в общем. То есть это вот, наверное, единственное. Или грибки эти ставить, но это опять же гемор в том, что подбирать стали, точить клепки новые под это все дело, потому что обычными китайскими болтами это дело все срежет вообще моментом. Надо что-то такое по-хитрому к этому вопросу подходить, если делать подкладывать какие-то шайбы или грибки, то есть там, ну, грибок, грубо говоря, ну, грибок, пятачок и торчок, пятачок, торчок, то есть пружинка одевается и все туда это под напругой вставляется, то есть это тоже надо рассчитать
как бы высоту самой шляпки грибка, который будет это все дело удерживать. Ну, можно погуглить, найти это, а может я вообще даже прикреплю, потому что это действительно очень интересно, человек старался, и так грамотно у него все получилось. Вот. Так что сейчас мы это все дело моем и собираем все это обратно. Ну все, пора дуто. Сейчас подкину под шипон сразу. Малюху обезжирим. И на локтай туда его. Заглубиним. Малюха вылезла. Я думаю, что можно не тряпочкой даже, а это. Ватной палочкой лишки прибрать. Ну, на печку. Так, ну потихонечку начинаем собирать. С этой стороны корзины есть отверстие под вот эти вот торчки. Неправильное слово, конечно. Но вы поняли, о чем я. Надо, чтобы все совпадало. Так, шестерня тут. Одна вошла. Так не лезет. В общем, одной отверткой мы контрим звезду коленчатого вала. Второй отверткой доворачиваем по часовой демпферную звезду, которая вот как они стоят. Вот, то есть вот так они стоят. Одну держим, вторую отверткой подтягиваем, чтобы зубья совпали. И корзину в этот момент надо внедрить, чтобы корзины звезды сошлись. О, корзины звезды. Звезды корзины. Зубцы корзины. Одному, конечно, неудобняцки. Так. Вот так. В домике. Насосик крутится. Насосик крутиться не должен. Во. Все. Все совпадает. Все совпало. Далее большую шайбу лампа, наверное, да, закрывает все. Подкидываем ступицу сцепления, на шлицы ее сажаем, сажаем. Шайбу раз. Шайбу 2, которая с надписью out.
Вот это. А вот сюдой. И накручиваем гаюшку. Далее необходимо переставить нашу трубу, которая колесо держит, и затянуть в соответствующий момент эту гайку. Переставляем нашу супер трубу в обратном порядке, то есть под маятник. Спица, она упирается в трубу, труба упирается обмотанной тряпкой в маятник, чтобы следов не оставить ни на диске, ни на маятнике. И затягиваем моментом 126 эту гайку. Мотоцикл стоит на 6-й передаче, палка-копалка там нам поддерживает колесо. Не 126, 127 ньютон-метров, я выставил 128, что-то около того. И тянем-потянем. Есть. Ну а дальше вкидываем диски. Не забываем их перед этим помазать моторным маслом. То есть я вот тут за кадром тазик приготовил. Это нужно для того, чтобы при первых там пусках все там смазывалось нормально и на сухую не работало. Дальше металлический диск, как я уже говорил, острой кромкой. Вот это острая, это тупая. Острой кромкой на меня. Следующий диск. Последний 7-й диск ставится не как все, то есть он не как все ставится так, а на один назад или вперед, на один зуб. Все, со сборкой сцепы готово. Дальше. А дальше шлепогриб устанавливается в наш новый подшипос. Подкидывается крышечка. Ставятся новые пружинки и старые болтики. На новых пружинах, я, наверное, не сказал, красным маркером, красной краской они помечены, что означает, что это самые жесткие пружины. То есть там, насколько я знаю, есть белые еще, то есть самые мягкие. Но опять же, я могу заблуждаться. А дальше я использую шуруповерт, чтобы 3 дня не подгонять их. Теперь динамометрическим ключом 12 ньютон-метров затягиваем их крест-накрест. Ну, на этом, наверное, все интересное кончается, потому что дальше у нас по порядку вычищение привалочной плоскости, мойка крышки. Все это мы дело будем сажать на герметик. Какое-то время пройдет на ожидание, на застывание герметоса. Как переклеивать крышку я рассказывал уже. Ну вот. Использую герметик Victor Reigns. Короче, господа, ничего не изменилось, что и следовало ожидать. Подшипник как гудел, так и гудит. Ну, это в любом случае было ознакомительное видео. То есть вот так это сейчас выглядит и так звучит. Не, ну чуть-чуть тише, конечно, стало. Ну, в принципе, за сим и все, потому что больше рассказать мне на эту тему нечего. Тише не стало, шумит вроде так же, как и было. Покатался. Ну, никакой разницы, что было, что стало, нету. Если какие-то, то есть появляются неприятные звуки, то скорее всего это корзина сцепления, эти пружины демпферные. Ну а если уже сцепа буксует, и тогда уже только сцепление менять.
принципе, я просто провел, грубо говоря, ревизию, снял это на видео для общего развития. То есть это исключительно ознакомительное видео, как это устроено и что там можно сделать, что нельзя сделать, и сделать соответствующий вывод, стоит ли туда влазить вообще или нет. Так что всем огромной удачи, берегите себя, пока.